Всем привет! Данное видео является первым обзором проекта Clonos, анонсируемым в конце 2016 года. Первоначально проект задумывался как веб-интерфейс к фреймворку управления виртуальными окружениями CBSD, но в процессе работы над ним пришло четкое осознание востребованности иметь отдельный дистрибутив для более простой установки на новое оборудование. На момент создания данного обзора Clonos не имеет законченного первого релиза, поэтому данное видео ориентировано в первую очередь на людей, интересующихся платформами виртуализации, а также людям, интересующимся в целом событиями и новыми проектами в open source и мире BSD в частности. Несмотря на отсутствие релиза, периодические сборки образов уже создаются, поэтому скачать альфа-версию, установить на свое оборудование и потестировать может каждый, что мы сейчас проделаем. По ходу процесса буду рассказывать какие-то подробности и комментировать. Итак, Clonos нас встречает классической страницей с глобальным меню. В качестве шапки слева меню основных категорий. И в основной части помещается рабочее пространство, на котором сейчас мы видим какую-то сводную информацию о системе. Также здесь вынесены ссылки на основные проекты, являющиеся компонентами Clonos. Это CBSD Project. Фактически все операции с виртуальными окружениями выполняются через CBD скрипты, а Clonos является только веб-фронтендом. Под капотом CBSD находится операционная система FreeBSD, потомок UnixBSD, произведенный в солнечной Калифорнии. Кстати говоря, вот Америка дала много хорошего миру, но в данном случае американский патриотизм к своей стране и продукции дал трещину. И вместо того, чтобы гордо использовать продукт, рожденный в США, вся Америка и за ней весь мир переключились на студенческую подделку хипстера из Финляндии под названием Linux. К сожалению, сегодня Linux уже не похож на Unix, и за его развитием, которое диктуется коммерческими потребностями и рынком, не успевают следить и адаптироваться даже IT-специалисты. В этом плане FreeBSD сохраняет нейтралитет, стабильность и остается верна Unix традициям. Также здесь видим ссылку на Puppet. Это система оркестрации конфигураций, хорошо известная в DevOps-средах, но о ней чуть позже. С overview переходим на страницу контейнеров. Вот здесь у нас список контейнеров видим, их имена, сетевые настройки, точнее IP-адрес контейнера, состояние и какие-то элементы управления. Здесь мы можем быстро запускать, удалять контейнеры, можем редактировать параметры, клонировать, экспортировать, переименовывать. Также есть кнопка быстрой перезагрузки, удаления и можем подключиться на VNC терминал. Да, кстати, вот мы видим в интерфейсе выбор языков. Здесь поддерживается локализация. В данный момент русский и английский, но надеюсь, контрибьюторы подключатся и добавят необходимые языки. Вот. Страницы синхронизированы, то есть все, что мы видим на странице на одном языке, то же самое повторяется на другом. Более того, состояние синхронизируется, то есть если в одной сессии на одном языке будем запускать контейнера, то в другой сессии мы эти обновления будем видеть. То есть состояние везде едино. Создать контейнер можно через кнопочку. Такая небольшая форма, где предлагается ввести имя. Причем она здесь уже заполнена, причем заполняется автоматически. Есть возможность поменять IP-адрес, если не устраивает автоматика, и какие-то дополнительные параметры, которые могут пригодиться в различных инсталляциях. Поскольку автоматика работает хорошо, давайте натыкаем несколько серверов. Это не очень сложно. И в какой-то контейнер давайте подключимся по VNC. То есть открывается терминал без авторизации. Если сеть настроена хорошо, мы сразу получаем доступ к сетевым ресурсам, можем взаимодействовать с другими ресурсами. При этом доступ у нас рутовый. То есть в контейнеры мы не ограничены полномочиями.
Далее пойдем к следующему пункту. Это Beehive виртуальные машины. Здесь мы видим похожую страничку со списком виртуальных машин. Единственные параметры, они специфичны, свойственны виртуальным машинам. Также есть элементы управления. Можем редактировать параметры. Можем запускать, клонировать, переименовывать, удалять и подключаться на VNC консоль. В данном случае VNC отображается благодаря проекту нового VNC. Поскольку Beehive может выступать только VNC сервером, для того, чтобы отобразить VNC поток в веб, мы прибегли к конвертации VNC потока в HTML5 на лету. Но сразу хочу заметить, что подобная конвертация, она снижает скорость отрисовки. Давайте теперь попробуем создать виртуальную машину и посмотреть, как она будет работать. Тут есть две кнопочки. Начнем с первой. Открывается форма для ввода параметров. Есть несколько готовых профилей. Если вы работали с CBSD и создавали Beehive в CBSD, то знаете, что в каждом профиле зашит URL, по которому скачиваете свой образ. Поэтому, если вы хотите создать виртуальную машину, и вот здесь в списке она есть, вам не нужно предварительно скачивать и класть сюда диск загрузочный. Все будет выкачано за вас. Давайте сделаем Ubuntu. Введем какое-нибудь имя. Обозначим объем жесткого диска. Это первый диск. Дополнительные диски можно подключить отдельно. Оперативная память. Все создаем. Диск у меня был заранее уже выкачан, поэтому виртуальная машина создалась быстро. Давайте подключимся на VNC. Так. Так. Вот стандартный загрузчик. Да. Вот ряд параметров авторами Clonos зашит. Вот ряд параметров я имею в виду по виртуальным машинам. Например, здесь разрешение 1024 на 768. К сожалению, плохая скорость отрисовки, она связана не с конвертацией VNC в HTML5, а плохая сетевая пропускная способность компьютера, с которого идет демонстрация, практически скроллинг. Теперь посмотрим на второй вариант создания виртуальных машин. Здесь похожая форма, но профилей гораздо меньше, потому что предполагается, что профили будут добавлять сами пользователи. Также добавились опции для ввода IP-адреса и есть выбор ключей авторизации. Вот забегая вперед, могу сказать, что вы можете добавлять через пункт меню свои собственные ключи, которые будут положены внутрь гвоста. То есть с помощью этих ключей вы можете получить доступ. Вот чем отличается второй метод создания? Здесь отсутствует стадия установки виртуальной машины. Вот если мы сейчас посмотрим со стороны CBSD, увидим список виртуальных машин, мы увидим, что здесь есть empty виртуальные машины, которые, кстати, не видны в Clonos. Вот они являются оригиналом по созданию и имеют настройку hidden для того, чтобы в веб-интерфейсе они не отображались. Но галочку можно снять. Так. Вот, теперь попробуем обновить. Да, вот появилась виртуальная машина. То есть этот флаг, он установлен намеренно, чтобы просто не захламлять сервисными виртуальными машинами. Также здесь есть кнопочка Protected, признак Protected, который защищает от случайного удаления виртуальную машину. То есть машину можно удалить, только сняв признак. Давайте попробуем создать еще одну Ubuntu, но методом номер 2. Здесь вот мы выбираем любой диск и можем прописать сетевые настройки, в отличие от первого варианта. Также поставим ключик. То есть в данный момент идет клонирование
empty виртуальной машины в нашу новую, и идет ресайзинг партишн и файловой системы. Если у вас диски быстрые, то запуск новой виртуальной машины, он происходит где-то секунд за 5-10, поскольку здесь используются фичи ZFS. Еще некоторое время уходит на загрузку ядра. Ну, в Linux это секунд 5, наверное, сейчас проходит. И вот мы видим доступность по сети виртуальной машины. То есть буквально вот от тычка по созданию виртуальной машины до возможности получить на нее доступ, где-то проходит там секунд 15 максимум. Так, попробуем использовать ключ, который мы прописали для доступа по сети. Все, готово. Вот, теперь, чем хорош и плох первый и второй вариант по созданию виртуальных машин? Из минусов первого варианта можно назвать время деплоя и необходимость в ручной работе. Если вы не используете Kickstart и прочие unattended решения, которые автоматизируют установку, вам необходимо каждый раз вручную тыкать большое количество параметров. То есть каждый раз вы проходите этап инсталлятора и первоначального конфигурирования операционной системы. Из плюсов вы можете загружать любую операционную систему, имеющую загрузочный диск, и используйте немодифицированную версию операционки. То есть вам не нужно делать предварительную настройку темплейта. Из минусов темплейтового подхода второго, это вам необходимо провести первоначальную установку и настройку, но делается это ради того, чтобы следующие 1000 раз была сделана моментально. Из минусов стоит добавить, что клон виртуальной машины по сути является модифицированной операционной системой, а не та, которая должна быть после официального установщика. Однако, если вы пользуетесь ею лично, то это большое значение не имеет. Здесь из плюсов, несомненно, скорость доставки виртуального окружения. И, допустим, вы можете темплейтовый образ запускать раз в неделю, накатывать какие-то патчи безопасности и получать виртуальную машину из темплейта максимально патченную. Далее осталось пробежаться по остальным пунктам меню. Часть функционала в процессе дописывания, возможно, не войдет в первый релиз. Вот такие пункты, как сервера, они вот так вот выглядят. Есть меню по добавлению виртуальных сетей. Это для виртуальных машин. Также известный нам уже пункт по менеджменту публичных ключей, которые также относятся к виртуальным машинам. Здесь список виртуальных дисков, где можно создавать свои. Репозиторий выключен. И вот эти два пункта, они относятся чисто к FreeBSD и GLAM непосредственно. То есть здесь у нас есть базы. Можно компилировать их из исходного кода или брать из репозитория. Базы, они нужны для того, чтобы запустить jail. Вы можете получить исходный код FreeBSD какой-то специфичной версии, обновить и при необходимости через FreeBSD Basis поставить на компиляцию и получить свежую версию FreeBSD базы, которая в свою очередь будет использоваться для создания контейнера. Так, следующие два пункта выключены. И последние два пункта носят такой информативный характер. Вот, допустим, видно логи задач. Можем посмотреть лог от недавней задачи по обновлению исходного кода. И можем получить доступ в SQLite базы CBSD. Но это больше для дебага сделано. За рамками первого обзора GLONASS у нас осталась демонстрация интеграции с фреймворком оркестрации Puppet. Но это настолько обширный вопрос, что стоит отдельный обзор уделить. Вернемся на сайт, подчеркнем особенности. Это FreeBSD в качестве операционной системы, Beehive в качестве гипервизора. Здесь Jail, без всякого сомнения, это единственный вариант для контейнеров, CBSD и Puppet для оркестрации
конфигурациями. Давайте перейдем к процедуре установки и настройки GLONASS. У меня для демонстрации в CBSD создан отдельный профиль для GLONASS. Я буду демонстрировать инсталляцию на нем. Выбираем имя. Да, при создании виртуальной машины VNC порт открывается по умолчанию на loopback интерфейсе. То есть он недоступен из мира. Сейчас так. И мы должны изменить биндинг на 0000 для того, чтобы можно было получить доступ напрямую, если не прибегать к редиректу портов или прокси серверов. Все, виртуальная машина создана. И мы можем ее попробовать запустить. Поехали. Так, теперь можем подключиться VNC терминалом напрямую. И если все в порядке, мы видим привычные надписи при загрузке FreeBSD системы. Загрузка заканчивается на этапе мультиюзера и переходит в скрипты инсталлятора GLONASS. Инсталлятор минималистичен для того, чтобы GLONASS попала на ваш компьютер настолько быстро, насколько это возможно. Поэтому здесь опрашивается только самая важная и необходимая информация. Здесь выбирается интерфейс, который будет менеджмент. Вводим IP-адрес, по которому будем получать доступ к GLONASS. Маску сети. И шлюз по умолчанию. Далее предлагается выбор диска, на который поставим систему. Будьте внимательны, потому что все данные будут удалены у него. И вводим пароли для пользователя root и пользователя web, от которого работает сам интерфейс. Если все в порядке, нажимаем цифру 0. И установка GLONASS начинается. Как мы видим, здесь при установке работает Puppet. Вот пока система ставится для той части публики, которая не знакома с принципами Infrastructure as Code, небольшой экскурс в основу Puppet. Если мы посмотрим на Википедию, то прочтем, что Puppet использует декларативный язык для описания системы. Другими словами, Puppet будет приводить систему в то состояние, которое описано манифестами. Вот зачем это все нужно? Рано или поздно, зная наизусть все ключи в конфигурациях того или иного продукта, вы просто устанете от обезьяньей работы, когда настройку надо повторять много раз, поднимая необходимые сервисы там, однотипные, ну или не очень однотипные, неважно. Так, копирование файлов закончено. Сейчас мы отключимся. Здесь предлагается нажать на кнопочку. И после перезагрузки можно продолжить настройку. Так. Загрузка идет. Нужно убедиться, что сеть в порядке. Так,
Там какая-то задержка на USB инициализации. Так, ну вот сеть у нас появилась. Вот если вернуться на инструкцию по установке, нам нужно убедиться, что сеть в порядке. Так. И после этого предлагается запустить Puppet Agent T. Давайте запустим. Все, то есть вот сейчас пошел процесс приведения системы к тому состоянию. Вот у меня открытый сейчас манифест Клоноса, где мы видим подключаемые классы, что должен стоять Nginx, что должны параметры sysctl иметь те или иные значения, должны заведены быть пользователи, прописаны sudo и так далее и тому подобное. Вот все, что здесь написано, сейчас Puppet будет выполнять за вас. Процесс этот на самом деле достаточно долгий, и он зависим от сети, поскольку вот в данном манифесте есть выкачивание исходных кодов с Git репозитория. Так, что-то красненькое. Ага. Ну, по инструкции написано, что если видите красные буковки, повторите команду еще раз, пока красные не исчезнут. На самом деле это связано с тем, что dependency некорректно проставлено или не проставлено вовсе между классами. То есть сначала Puppet пробовал сделать то, чего должно идти после какого-то действия. Ну, в принципе, это не важно. Если команду повторить, то в следующий заход она уже все проделает как надо. Вот процесс этот долгий, поскольку выкачивается исходный код с репозитория, компилируется, собирается. Поэтому здесь некоторое время можно откинуться на спинку кресла и почитать про Puppet. Так, пока идет этот долгий процесс, пара слов о состоянии виртуализации в целом FreeBSD. Возможно, выбор операционной системы FreeBSD для нового проекта по менеджменту виртуальных сред может у многих вызвать недоумение. Но сегодня современная версия FreeBSD, она предлагает для виртуализации на выбор несколько опций, а именно старейшие технологии контейнеризации Jail, который в этом году исполняется более 17 лет. В виртуализации доступен широко известный проект QEMU, который на платформе FreeBSD сильно теряет производительности, ввиду того, что некоторое время назад QEMU перестала поддерживать доступный рабочий FreeBSD акселератор как UEMU, а также сильная фокусировка разработчиков на Linux-only продукт. Также доступна из портов и пакетов не менее известная программа VirtualBox от Oracle, имеющая помимо традиционного command-line интерфейса также графический интерфейс на Qt и веб-интерфейс от сторонних разработчиков. В-третьих, не так давно силами Citrix System был портирован и вполне успешно работает гипервизор Xen. И, наконец, в FreeBSD мы имеем Beehive, родной для FreeBSD гипервизор второго типа, который не так давно стал набирать популярность ввиду наличия его порта на macOS под именем Xhive, благодаря чему сейчас пользователи macOS получили очень быструю работу докер-фреймворка на платформе macOS. Давайте сделаем небольшую паузу и дождемся конца установки. Если вы читали сайт, то CBSD также поддерживает гипервизор Xen, но сейчас все силы брошены на работу с Beehive.
как наиболее перспективный фреймворк для запуска виртуальных машин. Из возможностей Beehive заявлена возможность загрузки большого количества Linux дистрибутивов, также проверенная загрузка Windows операционных систем. Поддерживаются драйвера Verteo, которые по сути стали де-факто для виртуальных устройств. Поддерживается проброс PCI Pass-Through, то есть вы можете прокидывать из хостер-системы определенное устройство внутрь гвоста. Поддерживается загрузка с UEFI. Загрузка в графическом режиме, она ограничена как раз сейчас операционными системами с UEFI. Кроме того, поскольку Beehive требует наличия соответствующих технологий на уровне процессора, такие как VTX-D, дистрибутив Clonos и сам Beehive, он будет работать только на выделенном оборудовании, не виртуализированном. То есть, если вы попробуете установить Clonos в виртуалку, которая не поддерживает вложенную виртуализацию, вы сможете воспользоваться только функционалом контейнеров. В данном ролике демонстрируется установка Clonos на виртуальной машине. При этом вот сейчас мы видим ошибки при установке, поскольку Puppet не может подгрузить модуль VMM, который является компонентом Beehive. Если вы устанавливаете дистрибутив на нормальное оборудование, на которое рассчитывается Clonos, вы эти сообщения не увидите. На этом мой обзор подходит к концу. Имейте в виду, что здесь демонстрировалась альфа-версия, и финальный релиз, конечно же, может сильно отличаться. Я приглашаю всех заинтересованных пользователей познакомиться с проектом поближе. Напомню лишь, что цели проекта – попробовать дать бесплатную открытую платформу для создания частных облаков на базе виртуальных машин и используя при этом FreeBSD OS и все то, что она способна предложить. Нам нравятся такие решения, как OpenStack, OpenNebula, Proxmox, Amazon AWS Cloud и тому подобные решения, которые, к сожалению, Linux only. И данный проект – это попытка создать все это на базе другого технологического стека. Пишите, присылайте свои комментарии и пожелания, ставьте лайки на GitHub странице, присоединяйтесь, да пребудет с вами сила.